Привет, друзья! Меня зовут Виктор. В этом видео проведем обзор вот такой замечательной винтажной модели от фирмы Airfix. Это Mercedes 1904 года в масштабе 1 к 32 из серии Historic Cars. 32 масштаб и 35 я считаю совместимыми, поэтому на одной полке будет смотреться с другими моделями, я думаю, замечательно. Коробочку эту мне случайно и довольно спонтанно удалось приобрести в одной из групп ВКонтакте. Продавцу Игорю огромное спасибо. Моделька, конечно, очень понравилась, очень заинтересовала. Так что ожидаю интересную сборку и интересный результат на полке. Несмотря на то, что сама модель довольно простая. Сейчас разберем подробнее. Давайте начнем с коробки. На лицевой стороне изображена итоговая модель. Здесь в комплекте видно, что идет водитель. И вот в таком цвете предлагается ее исполнить. Далее на одной из боковинок повторяется рисунок. Также дана краткая информация о прототипе. Далее здесь у нас повторяется название и бокс-арт. И на третьей стороне здесь перечень красок, которые рекомендуются для постройки модели. И также сказано, что произведена модель в Англии в 1974 году. То есть настоящий такой винтажный раритетный набор. Здесь повторение. Несмотря на такое ужасное состояние коробки, все же модель комплектная и сама модель не повреждена. Давайте посмотрим, что внутри. Здесь вот такой вот членский билет. То есть предлагается оформить заявку в клуб моделистов Airfix. По сути уже не действителен, но зато сувенир из прошлого. Тоже приятно. И следующее — это инструкция. Инструкция распечатана вот на таком полотне. Пожелтела то ли от времени, то ли она изначально была на такой желтоватой бумаге. В то же время все компактно и понятно. Сейчас разберем подробнее. Кстати, схемы литников здесь нет. В верхней части история модели, предупреждение, и сразу же начинается сборка. Условное обозначение, клеить, не клеить. Кстати, по-своему довольно гениально. То есть, я так понимаю, это номер будет или в белом кружке, или в черном квадрате. И это будет подразумевать, что приклеивать детали или не приклеивать. Здорово. Начинается сборка. Собирается кузов. Собирается такая нехитрая рама с двумя мостами. В общем, очень все простенько, но в то же время довольно интересно. Собирается нижняя часть, ведущие звездочки с цепью. Двигатель закрыт вот таким вот кожухом. Так что то, что его здесь нет, это как-то в глаза особо бросаться и не будет. Далее продолжается сборка нижней части. Устанавливаются фары, кривой стартер. В общем, моделька имеет даже по-своему неплохую детализацию. Собирается салон, если это можно так назвать, то есть руль, несколько органов управления. Далее собирается сиденье, ставится запасное колесо, точнее запасная покрышка. На запасном колесе здесь спиц нет. Снова органы управления, крылья ставятся. И завершающим этапом усаживается водитель и ставятся колеса. Вот, кстати, то самое условное обозначение с черным квадратом. То есть колеса, они не приклеиваются и могут вращаться. Очень интересное решение. Так, и в конце у нас приводится схема раскраски. И что интересно, здесь идет отсылка к бокс-арту. То есть предлагается сверять цвета по нем. А также можно по буквам и по вот этой вот схеме также сориентироваться. Вот они, все цвета перечислены. И буквами указана каждая деталь. В общем, просто и интересно. Давайте перейдем к самой модели. Деталей, как видите, очень немного, но
сейчас начнем по порядку рассматривать. Итак, первый литник – это нижняя часть. Здесь же устанавливаются сиденья, органы управления. Пластик очень толстый. Есть местами облой, местами есть дефекты, следы от толкателей. Но все-таки какой год мы видели. Так что я думаю, все эти погрешности, они допустимы. И на тот момент это было нормой. Кстати, вот эти вот звездочки ведущие отлиты только с одной стороны. С этой стороны все так гладко и неприглядно. А вот с обратной уже есть зубцы, есть какой-то рельеф на самой цепи. Так что вот главное тоже не перепутать стороны. Вот здесь вот такой вот внушительный облой. Кстати, вот что интересно, номера, некоторые номера пропечатаны прямо на детали. Это тоже признак довольно старой модели. Я еще помню в советское время те модели, которые попадали ко мне в детстве, они также были пронумерованы прямо на самих деталях. Далее, следующий литник, довольно контрастный, можно так выразиться. Здесь довольно тонкая деталь, это, видимо, какие-то органы управления, и в то же время очень толстое, довольно грубо исполненное крыло. Его, конечно, в идеале стоило бы заменить на хотя бы на жесть, но сейчас я это делать не буду. Я хочу собрать эту модель полностью из коробки, ну а в будущем я всегда смогу это крыло отрезать и заменить на жестяное. Тут, правда, есть такая особенность, это вот такое трифление, да, рельеф, и его воссоздать на таком жестяном крыле будет проблематично. Придется что-то изобретать. Вот, кстати, оно покрыто уже лаком, лак пожелтел от времени, так что я надеюсь, его удастся мне убрать отсюда. Пока рассказывал, крыло уже и отвалилось от литника. Далее здесь у нас колесо, одно из 4 одинаковых колес, тоже никакого протектора, даже и близко нет. Но тем не менее, главное, что спицы отлиты без облоя, без дефектов, и вот в этих труднодоступных местах не придется ничего очищать. Так. Фары исполнены довольно грубо, здесь есть следы от толкателей. В общем, практически над каждой деталью придется поработать. А следующий литник. Здесь у нас второе колесо, половинки, видимо, бензобака. Также вот это вот крепление крыльев, скорее всего. Далее передние и задние мосты. Сиденье. Сиденье без всякого рельефа. Такая вот табуретка простая. Вот, ну, дорабатывать также никак не планирую. Просто покрашу аккуратно. И все. Так, ну а теперь у меня в руках половинка рамы. Здесь так же, как и на механизме привода, отлито только с одной стороны все. То есть вот здесь рессора гладкая, а на обороте уже виден какой-никакой рельеф. Я надеюсь, камера смогла его передать. В общем, здесь рельеф есть. Также есть облой. Задняя рессора также с рельефом с этой стороны. И вот также эта деталь пронумерована. Так, следующий литник. Здесь снова органы управления. Опять толстенные крылья, вскрытые лаком. Ручной стартер, кривой стартер. Фара. Вот снова какой-то элемент. Видимо, крышка какая-то или бак. И вот это, вероятно, можно сказать, торпеда. Приборная панель, если я правильно понял. Здесь много отлито мелких деталей. Думаю, если их аккуратно раскрасить, будет выглядеть очень здорово. Так, ну и теперь у меня остались мелкие детали, которые поотваливались с литников. Это нижняя часть двигателя, точнее крышка, которая закрывает двигатель снизу. Далее капот. Отлит единой деталью вместе с ремнем. И тоже он покрыт лаком, поэтому придется его очищать и аккуратно все раскрашивать.
И вот еще одна деталюшка. Это у нас второе сиденье. Выглядит все так же просто. Ну и на свое время, я думаю, качественно. Тоже, кстати, было покрашено. Я вот тут начал уже отдирать. Оказалось, что это не лак пожелтевший, а краска белая. Ну, отдирается с помощью спирта с трудом, но все же отдирается. Так что я думаю, какое-то время все-таки придется провести за подготовкой деталей. Кстати говоря, я не показал вам радиатор. Вот так вот он выглядит. Здесь едва заметный рельеф просматривается. Ну, попробуем. Может, хоть смывка его как-то выделит. Так, далее, что у нас тут еще отвалилось? Еще одно крыло, залитое лаком. Вот оно настолько толстое, что мне кажется, оно даже толще реального крыла, реального автомобиля. Ну да, конечно, стоило бы найти время и все-таки доработать эту модель. Но я думаю, как я и говорил раньше, я ее соберу из коробки, а время на доработке буду находить уже позже. Когда-нибудь к ней вернусь. А еще одно колесо. Кстати, вот видно, оно повреждено, довольно сильно придавлено и деформировано. Ну, будем считать, что это сымитированы реальные повреждения автомобиля. Выправлять ничего не буду, наверное. Так, третье колесо у нас целенькое. Кстати, я вот смотрю, видимо, передние и задние колеса отличаются друг от друга. Видите, основания спиц, насколько разные. Так что тоже важно не перепутать. Так, запасная покрышка. На ней же отлиты уже ремни крепления. Уже аккуратно их можно разрисовать. Или же сделать самостоятельно. Вот их, возможно, я все-таки сымитирую проволочкой отдельно. Думаю, здесь не составит труда. Так, еще одна фара. Такую же мы видели уже на литнике. Стекляшка не предусмотрена. Просто пластиковая деталь. И еще одна идентичная половинка рамы. Деталь номер 5. Ну и, наконец, водитель. Водитель отлит единой деталью. Качество весьма посредственное. Здесь очень заметный стык от половинок пресс-форм. Спина и пятая точка водителя, скажем так, адаптированы под сиденье, то есть он уже примят характерным образом, то есть предназначен для посадки в этот автомобиль. Ну уж не знаю, буду ли я его использовать. Ну, покрасить, наверное, попробую все-таки для порядка. Ну а оставлять ли его на автомобиле или нет, уже посмотрим. Возможно, будет пустой эта машина. Этот персонаж, кстати, с такой вот низкой детализацией, вполне можно его покрасить в серый цвет и сделать какой-нибудь памятник автогонщику или что-то в этом роде. В общем, в любом случае фигурка не пропадет, где-нибудь используется. Ну что ж, друзья, вот такой вот винтажный набор от Airfix Mercedes 1904 года из серии Historic Cars. Масштаб 1:32. Надеюсь, он будет довольно интересным в сборке. Пусть не настолько детальным, как современные модели, но все же на полке должен смотреться довольно интересно и по-своему необычно. Ну а на этом свой обзор я заканчиваю. Стройку, наверное, мы уместим буквально в одну серию. Это модель одного вечера практически. Тут, наверное, только на просушку грунтовки и покраски больше времени уйдет. Ну а так как видите, все здесь соберется, я надеюсь, очень быстро. Так что за одну серию, я думаю, эту стройку провернуть. Ну а на этом я обзор заканчиваю. Подписывайтесь обязательно на канал, не пропустите стройку этой интересной модели. Ставьте лайки, если обзор был вам интересен. Всем спасибо за внимание. Всем пока.